Всем героям большой-большой привет! Давайте сегодня с вами поговорим о том, как лучше всего и куда лучше всего тратить наши розовые кристаллы, которые мы с вами приобретаем в процессе прохождения игры. Наблюдая за чатом, да и в принципе общаясь с игроками, я заметил такую некую особенность, что в принципе всех игроков можно поделить на 4 категории. Есть категория игроков, которая копит эти кристаллы и знает, куда их правильно можно потратить, в какое русло их направить. Есть категория игроков, которые вот они копят и не знают, куда их можно потратить, эти кристаллы. То есть вот копят и чего-то ждут. Также есть категория игроков, которая не копит и тратит эти кристаллы. То есть кристаллы появились и что-то там, допустим, вот нужно там купить, что-то такое, что вот, к примеру, не совсем выгодно или не совсем правильно, или, может быть, это вообще, в принципе, не нужно было делать. И есть такая категория, которая, получается, не копит эти кристаллы, но знает, куда их потратить. То есть появляются кристаллы, и они вот в нужный момент уходят в нужное место. Вот, в принципе, в идеале, если вы относитесь к первым двум категориям, то есть вы, допустим, копите и знаете, куда их потратить, вот, и вы, допустим, не копите, но все равно вы знаете, как эти кристаллы грамотно использовать. Если вы относитесь к последней озвученной категории, скорее всего, вы являетесь игроком, который донатит, к примеру, то есть вам нет нужды на что-то копить. Если вы видите для себя какое-то выгодное, вкусное предложение, то у вас с этим проблем нет, вы там задонатили, что нужно себе купили, кристаллы получили там и так далее. Направили их туда, куда вам это нужно. Вот, если вы являетесь таким игроком, каким являюсь я не могу сказать, что я прям регулярно, активно вливаю деньги в эту игру, но периодически там какие-то пожертвования, какая-то поддержка мне прилетает, я ее перенаправляю сюда, либо там, допустим, кто-то мне прям напрямую там скидывает и говорит, там, вот возьми вот это, вот это. И я там говорю, вот смотри, я вот там вот это взял, спасибо тебе большое. Ну, это вот в 2 словах. Но, как вы видите, вложений у меня совсем немного, то есть вот сейчас идет 6-й VIP, в рамках, по меркам доната, это как бы совсем небольшой показатель, скажем так. Итак, что еще хотел сказать. Я вот перед тем, как записать вот это вот все, что я сейчас вам озвучу и расскажу, выделил для себя как минимум 3 важных направления, на которые стоит обратить внимание при разумной трате вот этих вот кристаллов розовых. Также их еще называют гемы. Вот. Мое мнение, оно является моим мнением. То есть вы можете с ним согласиться, можете с ним не согласиться. И в обоих случаях это будет правильно. То есть вы можете считать по-другому. У вас может быть свой взгляд на разумное потребление кристаллов. Вот, поэтому тут каждый для себя какие-то корректировки в любом случае сделает. Полностью копировать мои действия не обязательно. Вы в любом случае хозяин своего профиля, и вам виднее будет то, как поступить со своими накоплениями. Так, что еще хотел сказать? Да, в принципе-то ничего. Здесь вся суть сводится к тому, что игра идет как бы про такие балансированные накопления. То есть, если у нас этих кристаллов будет очень-очень много, то в какой-то момент к вам по-хорошему должно прийти осознание того, что огромная куча кристаллов – это эквивалент какого-то либо героя, либо какого-то оружия,
То есть они вам пользы не приносят от того, что они у вас вот тут вот большой такой огромной цифрой лежат. Я вот не один раз видел, когда у игроков, к примеру, не прокачанный профиль, ну там может быть открыто порядка там, ну к примеру, 10-12 героев. И огромная куча кристаллов. Спрашиваешь, на что будешь тратить? Человек говорит, игрок отвечает, что пока не знаю, пока думаю, чего-то жду. Но смысла нет ждать. Если мы с вами играем в долгосрочной перспективе, то нам нужно забирать все, что только можно забрать. То есть есть герой, мы должны его забрать. Есть возможность забрать оружие, то мы также его должны с вами обязательно забрать. Многие начинающие игроки делают, кстати, очень много ошибок. Вот с этим в свое время также и я тоже столкнулся. И если бы я, к примеру, какие-то моменты знал тогда, когда еще не было, там, допустим, ни вот этих обзоров, которые я выпускал, ни какого-то там полезного общения с опытными игроками в чате, которые вот сейчас есть у каждого. Вот у нас в Телеграме есть группа. Если вы смотрите в ВК, то можете в эту группу перейти, потому что там у нас есть отдельный чат, мы там разговариваем о чем-то, спорим между собой, что-то там узнаем друг у друга, подсказываем, делимся там победами и поражениями и так далее. Вот, и если бы я, допустим, какие-то вещи знал, скорее всего, сейчас мой профиль, он был бы, ну, может быть, он не сильно был бы сильнее, но, возможно, у меня героев было бы больше. Что делал я, к примеру, когда начал играть? Вот прям начнем с простого. У меня не было никаких там подсказок, ничего. У меня вот появлялись кристаллы, и я огромную кучу этих кристаллов сливал на то, чтобы открыть эпический сундук, который стоит, по-моему, если не ошибаюсь, 300 кристаллов он стоит. А по началу игры там было очень много всяких разных заданий, и в принципе вот эти кристаллы, они достаточно легко копились, и проблем никаких не было. Вот, и я, получается, открывал. Да, в какой-то степени для начала это, конечно, было хорошо, потому что там эпические вещи выпадали, и уже было полегче. Но, опять же, в долгосрочной перспективе, сейчас вот, смотря назад, оборачиваясь назад, я понимаю, что это было неправильно, это было невыгодно, это не нужно было делать. Потому что золотые ключи, их можно добыть, это добываемая валюта, добываемый ресурс, скажем так. Поэтому этого делать не стоит, ни в коем случае. Также есть у нас такое злосчастная такая вот рулетка, которая так и манит нажать на вот эту кнопочку «Забрать приз». И с каждым нажатием цифра под этими двумя словами, точнее не цифра, а число, оно увеличивается. И также у нас вот в свое время, наверное, осенью того года мы общались с игроком из Беларуси, который, у него был такой достаточно сильный потенциал, он там в первые дни после того, как начал играть, по-моему, тогда было приключение на Страже Щитов. Он вложил кучу денег на то, чтобы его как можно быстрее открыть. Вот ему так сильно все понравилось. Вот. И я помню, как он скидывал вот эту вот рулетку, скриншот. И у него было открыто абсолютно все. Вот эти вот все вот эти вот ряды. Кроме самого главного, кроме персонажа. И вот у него было настолько сильно вот это разочарование, прям опустошение, что вот он поиграл с нами какое-то время и потом бросил, сказал, что не, все, ребят, я не могу, это выкачивание денег, играть невозможно, все подвязано на донат. Ну, в какой-то степени, да, он прав. Но в эту игру можно играть и получать удовольствие, даже не используя донат.
Ну, кто повнимательнее мог обратить внимание на то, что сейчас у меня вот активирована доставка гемов, но это вот, скажем так, это вообще вот пробная версия, это первый раз, до этого я никогда этого не делал. И если убрать вот эти дни, которые уже я получил за вот эту штуку, то есть тут получается сколько, 10 дней, ну 2000 кристаллов, ну грубо говоря. То есть у меня сейчас было бы не 13 800, а 11 849, ну то есть почти 12 тысяч. То есть это к чему я хотел подсветить, это к тому, что кто-то скажет, а вот донат, вот тут доставка гемов и так далее. Нет, ребят, тут вот просто вот 2000 получено, это на момент записи вот этого обзора, и все. Но вернемся сюда. То есть здесь, как делаю я? Если у меня персонаж не открыт, я кручу 3 раза. Если персонаж уже открыт и можно выбить осколки, то кручу 2 раза. Если персонаж открыт и я его регулярно использую, это у меня, например, изобретатель, ассасин, это рыцарь. Ну, рыцаря, конечно, я здесь не видел, потому что рыцарь, он и так у всех открывается. Вот, то есть, если это будет открытый персонаж, которым я часто играю, то я могу также прокрутить 3 раза. Больше крутить я вам не рекомендую. Вот эту трату мы с вами относим к тому, что это неразумно. Если мы сейчас с вами нажмем на вот этих вот 500, забрать приз, нам, скорее всего, выпадет какая-нибудь фигня. Навряд ли выпадет нам персонаж. То есть, если, допустим, вращение, как бы объяснить, то есть все, в принципе, предусмотрено. Если, допустим, нам суждено выбить этого персонажа, мы его выбьем и за 50, там, и за 150, и за 200 кристаллов вращения, то есть и за первое, и за второе вращение. Если нам не суждено, он у нас так и будет висеть там десятым. В редких случаях он там выпадает вот на вот эту вот цифру, скажем так, на 4, 5, 6, 7, там 8, 9 раз. Но, как правило, в основном игра нас вынуждает сливать вот эти вот кристаллы. Соответственно, если у нас этих кристаллов не будет, мы с вами будем более склонны к тому, чтобы задонатить. То есть, исходя из всего сказанного, можно сделать вывод такой, что сливать свои кристаллы на то, чтобы все это прокрутить, а сумма, она выйдет достаточно такая, ну, приличная. То есть, все вот эти вращения, они стоят 17,5 тысяч розовых кристаллов. Это невыгодно. Это выгодно, наверное, только в том случае, если у вас открыты все герои, например, кроме одного, у вас есть куча вот этих вот кристаллов, вам их просто некуда девать, и у вас выпадает вот эта лотерея на последнего героя, и вы хотите просто, чтобы у вас были все, тогда да, тогда это выгодно. А если у вас, к примеру, как у меня там в районе 20 героев, ну, в принципе, в этом смысла нет. Есть места, куда эти кристаллы более выгодно потратить. Что есть еще? То есть тут, в принципе, этих мест, куда можно эти кристаллы потратить, их не так уж и много. Также опытные игроки подсказывают такой момент, что выгодно покупать дни в календаре для того, чтобы у нас вот это с вами число увеличилось. У этого числа есть потолок. Максимальное его значение 420 дней. Я могу ошибаться, если неправильно, то поправьте. По началу, конечно, да, это, допустим, выгодно, если у вас там есть кристаллы, но, опять же, это вот выгодно, скорее всего, делать тем, у кого есть возможность задонатить в эту игру. Я этого не делал, мне было кристаллы жалко, я их там куда-то сливал. Очень много, кстати, кристаллов было влито именно в ненужные вращения в рулетке. Вот. Лучше бы я их направил сюда. В принципе, это как бы не критично, если мы там
будем забирать хотя бы сверху один день. То есть то, что я достиг за год игры, вы бы могли достичь, допустим, за полгода. Ну, все, что касается монет, грубо говоря. Ну, опять же, это прям в общих чертах условно. То есть, грубо говоря, если каждый день вы будете покупать за 100 розовых кристаллов один день, то вы в 2 раза быстрее будете, чем я. Если вы будете покупать 2 дня, то будете в 3 раза быстрее, чем я. Ну и так далее, пока не дойдете до 420 дня. Дальше это делать, в принципе, смысла нет. Поэтому учитывайте такой момент, что такая возможность есть. Если вы это будете делать, это будет выгодно. Идем дальше. Также у нас есть приключения. В приключении мы с вами каждый месяц можем забрать нового героя. Для того, чтобы забрать нового героя, много кристаллов не нужно. Это, в принципе, один из таких железобетонных вариантов, который позволяет нам этого героя забрать. Если мы с вами будем выполнять каждый день вот эти вот походы в приключения, герой у нас открывается на 40-м билете. Но билетов этих не хватает, поэтому их нужно докупать. Докупать нужно там, в принципе, в пределах 2000 розовых кристаллов вы можете обойтись вот этой суммой. Поэтому не упускайте этот момент, не ленитесь, проходите приключения, делайте билет, там, к примеру, ну вот в последний день прям вот выжимайте все соки, и в оставшиеся вот эти вот забеги вы обязательно докупайте вот эти билеты и забирайте героя, потому что потом, если опять же вы будете очень долго играть, потом вы этого героя за такую сумму вы его просто не заберете. Тут действует такое правило, что каким бы ни был герой, там не нравится или нравится, если вы играете в долгосрочной перспективе, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Потом, к примеру, этот герой вам выпадет в какой-нибудь той же самой рулетке, и будет он стоить уже для вас не 2000, к примеру, там, а вот, ну, там может стоить 7200, или он может стоить, ну, сколько, 17500, если мы будем его выбивать здесь, и так далее. Что касается по поводу возрождений. Если вы, допустим, не можете пройти какой-то уровень, и ну, это сейчас вот идет речь о обычных и сложных главах. Если, к примеру, вы какой-то уровень не можете пройти, но не получается у вас, и вы думаете, ну вот сейчас вот возрождение сделаю, и все, и вот пройду, и дальше будет все проходиться. Ну нет, ребят, то есть если не получается, значит вы что-то делаете не так. Либо у вас аккаунт не прокачанный еще достаточно сильно для того, чтобы пройти тот или иной уровень. Либо вы используете там неправильную экипировку, либо неправильные камни ставите, там может быть книжки, там оружие не то выбираете. Самое лучшее, что вы можете сделать, это посмотреть руководство. Там прям так оно и называется, что делать, если застрял, не получается пройти сложный уровень. Я там прям подробно объясняю, что нужно сделать, можете посмотреть. И сразу скажу, что на обычных и сложных главах покупать возрождение в принципе невыгодно. Это неразумная трата кристаллов, этого не стоит делать. Но если вы, к примеру, проходите кошмар, и у вас не получается какое-то долгое время пройти, и вы вот, к примеру, на 3-й волне бежите, у вас там остается секунд 20, ну, к примеру, и вы понимаете, что если вы возродитесь и вы пройдете вот этот уровень, то, в принципе, это выгодно. То есть тут уже нужно для себя взвешивать, будет ли от этого выгода, стоит ли оно того. Тут поэтому все зависит только от вас.
Или, к примеру, вы проходите арену. Не получается у вас пройти 20 уровень. На 20 уровне дается приличное количество супержетонов. Стоит ли возродиться за кристаллы? Стоит. То есть вы, допустим, тратите вот эти кристаллы, ну как бы для себя вы понимаете, что это будет покупка супержетонов за вот это вот количество кристаллов, которые вы потратите. Здесь, в принципе, все просто. Поэтому тут нужно взвешивать, имеет ли вот это возрождение, в принципе, вообще какой-либо смысл. И что еще хотел сказать? Огромная часть кристаллов уходит именно на события. То есть вот у меня вы видите большую сумму, да, ну в средних мерках она, в принципе, не так уж прям огромная. Сейчас она станет в 2 раза меньше. И не такая уж она и маленькая. Я вам сейчас потихонечку все объясню. То есть я коплю, я кристаллы трачу только вот на то, чтобы сделать вращение в этих вот в рулетках по понедельникам. То есть понедельник наступает, вечером там открывается возможность выкрутить нового героя, делаю 3 вращения и все. И больше у меня кристаллы никуда не уходят. То есть там идут какие-то события, я там выбиваю эти кристаллы, оставляю их. Плюс там с того, что у меня VIP, каждый день мне там дается 20 этих кристаллов. Плюс, ну там в календаре бывает периодически вот эти кристаллы выпадают. То есть в среднем за месяц можно накопить, ну, на мой взгляд, где-то около там в районе там 5-6 тысяч. Вот так. То есть это, в принципе, вообще не проблема. Вот. И вот сейчас я все время, получается, когда коплю вот эти кристаллы, я думаю о том, что рано или поздно начнется вот такое событие, которое сейчас идет. Оно у нас называется колесо. Колесо это у нас идет на 4 героев. То есть здесь можно выбить 4. Ну, 2 из них у меня уже было. То есть это был персонаж Эхо, который был у нас относительно недавно в приключении. Ассасин у меня уже давно. И вот темный паладин мне выпал. И остался ворон бездны. То есть здесь какая логика у меня в принципе была? У меня была такая логика, что я должен забрать хотя бы одного героя. Для того, чтобы его забрать, нам с вами нужно просто вот выполнять вот эти ежедневные задания. Всего их у нас 64. И небольшое знание математики. Сейчас объясню какое. Вот давайте мы сейчас с вами прокрутим до конца. Ну, ребят, мне повезло. Неплохо, конечно. Я прям впечатлен. Уже, кстати, на Сина мне выпадали осколки. Сейчас мне, получается, и паладин выпал, и осколки еще на него выпали. Ну, конечно, шикардос. Давайте посмотрим сразу. Ну, прибавилось немножко, да. Хуже не будет. Пойдемте дальше крутить. То есть здесь все сводится к тому, что нам с вами нужно прокрутить вот эти вот 64 раза. И если за 64 вращения мы с вами не набрали вот эти вот 12500, что стоит у нас герой, то мы с вами просто по возможности добиваем это все тем, что накопленные кристаллы мы вот в эти вращения с вами можем спустить. Я не хочу упускать возможность забрать героя, поэтому сейчас мы с вами обязательно это сделаем. То есть по мере вращения я там уже для себя как-то это все высчитывал, уже примерно понимал, что мне там остается, сколько
сколько мне вот нужно до получения героя. И я вот просто вот эту сумму 4500, я ее просто приплюсовывал. И вот давайте теперь смотреть. За 64 вращения с учетом полученных вот этих вот дополнительных флаконов у меня накопилось 9450 красных вот этих флаконов. Мне нужно 12500. 12500 вычитаем 9450. Ну, округлим, будет там 3000, да? Вот эта сумма 3000. Вот она, здесь у меня лежит. Но, скорее всего, я не знаю, может быть и получится за 36 вращений ее сделать. То есть, если я сейчас потрачу, сделаю 36 вращений, а вращение у нас стоит 200 розовых кристаллов, то умножаем. 36 мы умножаем на 2. Получается сколько? Так, 3 на 2, 6. Ну, короче говоря, там получается 7200. То есть 6000 и 1200. Это получается 7200. Могу я себе это позволить? Да, могу. Поэтому мы с вами сейчас это будем делать. Жмем вращение 10. Покупаем. И проверяем, что там нам насыпало. Ну, как видите, в принципе, красные флаконы, они выпадают достаточно часто. Уже 10400. Делаем еще. Еще немножко выпало, но здесь уже побольше идет монет. Давайте сделаем так. Нам в любом случае 6 раз придется докручивать руками, чтобы лишнее не потратить. Осталось 4 раза, и потом уже запустим опять на 10. Ну вот, неплохо, уже 400 выпало. Пыль. Так, 90-е вращение. Забираем серебряный ключ. И вращаем 10 раз, чтобы забрать. Так, ну а в принципе-то давайте, наверное, все-таки по одному. Вдруг сейчас мне выпадет 1000 вот этих вот флаконов. Чтобы там хоть чуть-чуть вот этих вот копеечек-то сэкономить. Потому что мы почти добили. Ну а с другой стороны, это глупо было, кстати. Можно было 10 сделать, потому что жалко упускать вот эти 4500. Потому что эти 4500 можно потратить также на осколки героев. Осколки, они в принципе нужны. Либо на открытие кузницы. Сейчас уже тогда добьем. Ребят, ну мне опять повезло. Ну вот такой вот я везучий в этом событии. Давайте тогда вот так вот ждать не будем. Можно все это сделать побыстрее. Еще полтишок. И еще ключик. Забираем 4500. Итого у нас уже 16100. Жмем отменять. И забираем ворона. Подтвердить, подтвердить. Все. Ворон у нас открыт. Остается 3600, которые мы с вами можем потратить на осколки. Ну, сейчас, конечно, я там что-то выбирать не буду, потому что мне все-таки нужно это все взвесить, подумать хорошенько. На что именно я потрачу осколки. Но, конечно, повезло так повезло. Ну-ка, может давайте еще и талант.
талант прокрутим, вдруг там героический выпадет. Да, скорее всего, буду на ворона забирать осколки, чтобы у нас повысить его. Получилось до 120 уровня, но пока возможность есть осколки взять, возьмем. Так, а кто там? Самый топчик. Ну вот, 4,5. Осталось 3. Осталось даже 2 лепесточка. И можно будет его дотягивать до 160 уровня. Может быть, на сильно осколки возьму, не знаю. Посмотрю, хватит, не хватит. Да нет, там, наверное, не хватит. Короче, надо подумать. Итак, талант. Ну, урон по замедленным тоже пойдет. Ну, вот как-то так, ребят. То есть, вы видели все сами. Я заранее знал то, что я, допустим, героя заберу. Ну, мне, конечно, повезло. Я в этом событии выбил 2 героев. Это вот темный паладин и вот ворон я сейчас сам забрал. Плюс у меня еще остались эти кристаллы. И вот к следующему колесу, которое будет неизвестно когда, но, наверное, где-то не раньше, чем через месяц, я опять наберу вот эти вот кристаллы. И мне опять хватит на то, чтобы я открыл героя. Предыдущее колесо, где я забирал изобретателя, я действовал, в принципе, по такой же схеме. Но там ситуация была немножко другая. Мне не выпадало так много игровой вот этой валюты, которая была для того, чтобы открывать героев. И мне пришлось сделать несколько вращений сверху. То есть, когда я сделал 100 прокрутов, у меня там не хватало, ну, порядка, что-то там около, там, по-моему, были ключи, да, были ключи. Мне не хватало, по-моему, 700 ключей. Но у меня был запас, и я вот просто вращал. Вот здесь, видите, здесь вот 100 ровно хватило на то, чтобы я, получается, и героев забрал, и осколки забрал, и сейчас еще осколки заберу. То есть это выгодно было прибарахлиться, скажем так. Вот. Я прокрутил, сделал, по-моему, 7 вращений. То есть это я потратил 7200 и плюс еще 1400. Это получается 8600. И вот если у вас, конечно, накоплено 7200, то тут смотрите сами, дожидайтесь, выполняйте вот эти вот задания. И только потом уже думайте, крутить или не крутить. Вот. Если у вас этих кристаллов очень много, то, естественно, крутите. Ну, под словом очень, под словосочетанием очень много, я имею в виду, что у вас этих кристаллов, к примеру, там, ну, 13 тысяч. Или там еще больше. Поэтому самое выгодное вложение кристаллов — это открытие героев, открытие кузницы и получение осколков к этим героям. Ну и открытие оружия, естественно. Ну вот как-то так, вот такое длинное, такое долгое рассуждение получилось. Всем спасибо, у кого хватило терпения это все досмотреть. Всем пока. Желаю новых открытий.